Зелень, мясо, рис, топленое масло, лук, шафран. Знаете, что это будет? Это будет азербайджанский плов, который называется сабзи гаурма. Слово сабзи, возможно, не все понимают, но зато все знатоки среднеазиатской и азербайджанской кухни отлично знают, что такое каурма. Каурма – это очень вкусно пожаренное мясо. Но, тем не менее, азербайджанские пловы начинают не с приготовления мяса, даже если оно вот такое замечательное, как у меня сегодня. Азербайджанские пловы начинают с приготовления риса. А рис что любит? Воду. А вода что любит? Соль. Поэтому солим. Здесь примерно 5-6 литров воды. Чем больше воды кипит, тем лучше рис отварится. И я насыпаю сюда примерно 6 столовых ложек соли. Ха! Глаз алмаз, рука точнее весов. Все готово. Помешаем, чтобы соль растворилась. И засыпаем рис. Газ на максимум. И непременно помешать, чтобы рис скорее закипел. Необходимо засечь время. Рис басмати, который я использую, тоже бывает разным. Отдельные сорта варятся очень быстро, за 6 минут. Сорта хорошие, качественные, выдержанные могут вариться 8-10 минут. А самый лучший рис варится 12 минут. Посмотрим, за сколько сварится этот. Включаем секундомер. Ага, вода закипает, вот-вот закипит. И что вы думаете? Я 10 минут ничего делать не буду? Или вы думаете, что я сначала начну резать мясо? Нет, сначала я начну резать лук. Лук особым образом, по-азербайджански. Я было дело уже показывал вам, как режут лук в Азербайджане. Непременно вдоль, потому что так каждая чешуйка лука гораздо прочнее, чем лук, порезанный полукольцами. Таким образом, лук гораздо лучше удержит в себе весь сахар. Чтобы лук приготовился очень вкусно, я буду обжаривать его на топленом масле и буду обжаривать в отдельной посуде. Топленое масло добрых 3 ложки, ну уж никак не меньше, иначе вкусно не получится. Накрываем сотейничек крышечкой. Пойдет запах, услышим звук особый, тогда помешаем. А пока что надо помешать рис. Я неоднократно показывал вам, как проверять готовность риса. Берем рис между подушечек пальцев и сдавливаем его. Правильно сваренный рис должен раздавиться между подушечками. Нет, еще не давится, значит, можно поварить еще несколько минут. Может быть, кто-то не понимает, для чего понадобилось столько воды. А я вам все объясню. Очень важно, чтобы рис как можно быстрее закипел. Потому что при температуре где-то от 74 до 84 крахмал, который содержится в рисе, превращается в клейстер, в липкий клейстер. Поэтому очень важно проскочить как можно скорее температуру. А вот при такой температуре, когда кипит 100 градусов, уже никакого клейстера не образуется. Женщины, которые варят кисель, знают это прекрасно. Потому что если кисель кипит слишком сильно, он снова станет жидким. То есть клейстер распадается, теряет свои клейкие свойства, что очень важно для плова. Я снимаю рис. Варился он 9 минут, но еще вот здесь будет лежать на сите и будет продолжать готовить сам себя, ведь он горячий, и влаги на нем еще сколько-то, да есть. Ай-яй-яй, вы только полюбуйтесь. Вы знаете, сколько здесь было риса? Был всего лишь навсего 1 килограмм 200 грамм риса. Ну, посмотрите, сколько получилось. Гора риса. Я столько гостей угощу. Вы себе не представляете, как они будут восхищаться этим пловом. Знаете почему? Потому что рис вырос и стал очень крупным. Кто-то может сказать, ну и что, он же просто соленой воды напился, разве это вкусно? Увеличилась поверхность риса. Поверхность риса, которую мы покроем маслом. А топленое масло, несомненно, имеет самый восхитительный вкус и аромат. А еще шафран, а еще казмах.
Да вы же не знаете, что такое казмах. О, казмах это то, из-за чего потом дети дерутся. Взрослые спорят. Муж, если хочет пожаловаться на жену, хочет сказать, что жена, мол, у него не такая. Знаете, что он говорит? Говорит, она мне плов готовит, и то без казмаха. Ну хорошо, вам я сейчас расскажу, что такое казмах и почему его любят все дети. Для того, чтобы приготовить казмах, нужно очень тонко раскатать несколько листов теста по форме кастрюли, либо медного казана, в котором готовят плов. Традиционно-то плов готовится в медном казане, но можно и в кастрюле. Так вот, либо вот такие листики теста, либо надо найти азербайджанский лаваш. Тоненький, очень пластичный, очень нежный и обладающий уникальным вкусом. Так вот, несколько слоев промасленного лаваша и представляет собой казмах. Если рис пригорает, то иногда запах получается не самый аппетитный. А вот если тесто прижарится, если лаваш прижарится, это будет очень вкусно. И этот запах украсит собою запах самого риса. Мало того, что басмати это сам по себе уже очень ароматный рис. Он же так и переводится. Ароматный рис. И вот теперь промакиваем лаваш. Раз. Два. В маслице. Ага. Следующий его горячий. И все. И все. Укладываем слой за слоем. Я думаю, что 3 достаточно. Ну ладно. Ладно, раз вы так просите, сделаю еще и 4-й. Ох, как вкусно будет. А вот этот лаваш я сам съем. С маслом и сыром. Рис. Перекладывать в казан рис необходимо непременно встряхивая его. Встряхивать, чтобы он ложился очень пушисто, чтобы струйки пара промеж этого риса проходили, чтобы рис продолжил готовиться на пару, на даме, как говорят в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и даже Индостане. Посмотрите, как рис ложится. Ведь ни одного комочка. Ведь просто идеально. Ведь просто восхитительно. Полная кастрюля получилась. Пусть у вас жизнь будет такая полная. Трамбовать рис ни в коем случае нельзя. Он непременно должен лежать рассыпчато. Но сверху риса можно положить вот такую многослойную салфетку. Из вафельных полотенцев сами шили. Не покупали нигде. И вот теперь накрываем крышкой и оставляем томиться. Час, полтора, 2. Когда готовят на свадьбе в больших казанах, 4 часа стоит рис вот так на даме, на пару. И становится от этого только вкуснее. Лук так пахнет, слушайте, у меня сейчас сердце лопнет от этого запаха. Невероятно вкусно пахнет лук. Видели, да? Кто-то может сказать, что болди пригорела. Сахара карамелизировались. Карамелизированный сахар отлично растворяется в небольшом количестве воды. Наливаем чуть-чуть воды, и скоро лук весь станет однородно желтым, золотистым. Не будет никаких подпалин. А вода, лишняя вода, да она испарится. Куркумы немножко для красивого цвета. Плов – праздничное блюдо, поэтому все, что желтое, все, что красное, все, что золотистое, давай, неси их сюда, неси к плову. Накрываем крышкой, пусть лук еще постоит. Он еще слаще получится, еще вкуснее получится. А нам пора нарезать зелень. Зелени в этот плов чем больше положишь, тем вкуснее получится. Ну, и пойдет и петрушка, и кинза, и базилик, шпинат. Шпинат обязательно можно положить. Еще можно положить укропа немножко. Можно положить чуть-чуть мяты. И одна секретная трава, о которой я вам должен рассказать отдельно. Потому что ее не все знают. Но если вы пойдете на рынок к тем людям, у которых покупаете зелень всегда, и скажете, что вам нужен кявар, вот это называется кявар. В Средней Азии эту траву называют джусай. В Азербайджане называют кявар. Одно и то же. Только не надо говорить, мол, это дикий лук, это лук-порей. Нет, это не лук-порей, это не дикий лук. Нет, это другая трава с совершенно уникальным вкусом. Очень приятным, кисленьким вкусом. И плов у нас получится приятный такой кисло-сладкий. Лук сладкий, мясо сладкое. Вот эта зелень очень приятную кислоту дает. Кявара мало. Дефицит.
Для меня искали на базаре, только вот 2 пучка маленьких нашли. Знаете, почему мало? Потому что мало покупают. Кому нужен, да, киавар? Никому не нужен. Таких, как я, как Сталик, да? Здесь в Москве раз-два обчелся. Идите на базар. Требуйте, чтобы вам привезли киавар, либо джусай. Если встретите узбеков, либо киргизов, говорите джусай. Если встретите азербайджанцев, говорите, чтобы привезли киавар. Запомнили? Киавар, джусай, джусай, киавар. С этим джусаем по весне в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, ну, в общем, везде, где растет, готовят манты. Какие манты получаются. Слушайте, попробуйте один раз. Точно так же вот лук припустите и добавьте туда как можно больше киавара. Но можно добавить для вида еще немножко другой какой-то зелени, не знаю, там шпинат, можно щавель добавить. А почему не добавить щавель? Кажется, у меня здесь даже есть щавель. Не знаете случайно, да? Это щавель или не щавель? Или это шпинат? А? Щавель. Если нет киавара, можно приготовить со шпинатом и щавелем. Мало кто определит, был там киавар или нет. Эх, курочек нет, смотрите. Вот у моего папы всегда были курочки. Так порежет, отдаст курочкам. Курочки любили его, бегут к нему навстречу. Яйца несли, такие яйца были желтые, такой желтый. А куры, когда зарежешь, когда сваришь, бульон такой, за квартал слышно. А теперь что мы делаем? А слушай, мы преступники, преступники. Мы берем, выбрасываем столько корма для курочек, индюков, уточек, гусей. Нехорошо. Ну что поделать? Что поделать? Жизнь такая. Вот что с этим делать? Засушить и дождаться свеженьких огурцов, чтобы замалосолить? Эх, ладно. До этого времени еще укроп будет. Но, честное слово, мне стыдно. Сердце кровью обливается, а зелень нарезается. Зелень продолжает нарезаться. Видите, сколько, да? Целый тазик зелени. Теперь зеленый лук. О, зеленый лук молоденький, очень интересный, очень вкусный. С таким зеленым луком, знаете, сколько женщин хотели бы познакомиться? Но им же потом целоваться надо, поэтому они лук не едят. А нам, мужчинам, можно лук есть. Особенно приготовленный в составе плова, который называется сабзи гаурма плов. Кто к нам присоединился только сейчас, мы готовим азербайджанский плов с зеленью и мясом, который называется сабзи гаурма. Сабзи – это зелень, а гаурма – это означает жареное мясо. На мясо мои золотые руки вот-вот дойдут. Мясо нежное, молоденькое. 40 минут, максимум 1 час, и будет отлично готово. Вот он шпинат. Знаете, шпинат какую роль играет? Ну, он же практически такой, как бы безвкусный, да? Правда, врачи говорят, будто он очень полезный. Ну и хорошо, раз говорят, мы его будем кушать. Но вообще говоря, когда зелень слишком пряная, когда зелень дает слишком много вкуса, шпинат как бы разбавляет этот вкус, служит как бы наполнителем, понимаете? Растворителем вкуса. Объем есть, вкуса нет. Точнее, как это нет? Точнее сказать, вкус специфический. Ну-ка, ну-ка. Ух ты! А кинза-то как уже пахнет. Это ведь уже не зимняя кинза, это уже весенняя кинза. Сейчас середина марта. Это у нас здесь в Москве снег, сугробы. Кому снег нужен, приезжайте. Отдам бесплатно. А где-то уже солнышко светит. И под этим солнышком на грядках созрела кинза. Привезли добрые люди. Деньги им надо, вот и привезли. Привезли кинзу в Москву для того, чтобы она пахла здесь и украшала своим запахом мою кухню. И вашу тоже. Я знаю, что некоторые люди не любят кинзу. Ну, то же самое, что не любить, не знаю, там, коньяк, сыр, пармезан или зеленый чай. К таким вещам привыкать надо. Вообще ко многим хорошим вещам надо привыкать. Привыкнуть легко, а вот отвыкнуть потом уже не сможете. Да и дети ваши полюбят всю вот эту зелень, будут требовать: папа, купи мяты, да? Не Сникерс, не Марс вот этот. Они будут требовать: купи мне, папа, молодой чеснок, купи мне мяту, купи мне зелень, купи мне острый зеленый перчик. Потому что все это я очень люблю.
О, а мята как запахло. Слушай, я вот этот укроп, знаете, зачем оставлю? Для украшения. Вместо букета, да, плов подаешь, а рядом букетик. Букетик зелени. Зелени отлично порезанный. А как здесь лук? Как здесь лук? А? Слушайте, как здесь лук? Какой лук? Ох, прекрасный лук. Очень хорошо приготовлен. Очень хорошо пахнет. Лук можно отложить в сторонку и начать готовить мясо. Для того, чтобы приготовить очень вкусное мясо, к мясу надо добавить хорошего, очень вкусного топленого масла. Ну, много не надо, потому что на мясе, на баранине, на его поверхности есть очень хороший жирок. Не удивляйтесь, здесь масло, здесь масло, здесь масло. Это Азербайджан. Это азербайджанская кухня. Здесь должно быть масло. Здесь мясо должно быть таким, как надо. Очень вкусненьким, очень жирненьким. Молоденький барашек. Сочный, нежный, ароматный. Это была задняя ножка барашка. Ну, сколько здесь мяса? Килограмма 1,5-2, не меньше. Нарезаем кусками грамм по 35, по 40. Ну, вот такие жилистые, можно и помельче. Вот это примерно 25 грамм. А следующие куски уже будут вот такие, хорошие. Когда в ложку попадет, кушаешь, понимаешь, что у тебя на ложке кое-что было. В основном все азербайджанские пловы готовятся раздельно. О, сколько вкусных городов есть в Средней Азии. И буквально в каждом городе готовят какой-то свой особый плов. Но сегодня мы готовим особый плов, как его любят готовить. Баку, Янже, Шуше, Шейки. О, сколько вкусных, прекрасных слов на карте Азербайджана. Скажите, пожалуйста, вы бывали когда-нибудь в Азербайджане? А? Ездили когда-нибудь попробовать шашлык, машлык, плов, млов, салат, малат, пить щербет, мербет? Анекдот вам рассказать? Одного азербайджанца с женой разводят, и судья спрашивает у него: что у тебя есть? Он говорит: ну, дом, мом, машина, пашина, мебель, шмебель. Судья говорит: ну хорошо, дом ей, мом тебе, машина ей, пашина себе, ну и так далее. Он говорит: подожди, что-то как нечестно, что это? Мебель ей, шмебель мне. Он говорит: а, ну хорошо, давай, дети тебе, медь ей. Чего не смеется, а? Чего не смеется, не смешно? То-то и оно. Детей не делить надо, детей любить надо. Детей надо воспитывать на хорошей, вкусной еде. Знаете, как вкусно у нас сейчас пахнет в кухне? Знаете, как сладко мясо шкварчит на масле, на топленом? Приходите минут через 5, через 10, вот это мясо уже будет подрумяненным, и мы продолжим наше приготовление. Мясо пожарилось, и, пожалуй, что даже слишком пожарилось. Здесь и на кастрюле припек, и мясо такое румяное. Вы же только что узнали секрет, как исправить лук, как сделать его идеально золотистым. Да? Мы долили в воду, и вот, пожалуйста, весь лук абсолютно равномерно пожарен. Лук перекладываем в мясо. Чтобы сотейничек не мыть, бульоном его сполосну. Бульон хороший, мясной, очень ароматный, очень вкусный. И заливаем. Теперь, пока здесь есть бульон, есть смысл немного посолить мясо, потому что соль в жирах не растворяется. Вот в этом бульоне, в этом соусе соль растворится. Но азербайджанская кухня не столько соленая, сколько подкисленная. Азербайджанцы – народ, который живет в разных странах. Есть наш Азербайджан, постсоветский, и есть еще Южный Азербайджан. Я имею в виду те регионы традиционного проживания азербайджанцев, которые ныне находятся в Иране. И вот там наши иранские братья и сестры в такие пловы подкладывают сушеный лимон. А точнее не лимон, точнее лаймы. У меня нет сушеных лаймов.
Хотя я знаю, как их сушат. Знаете, вот цедру снимают просто овощечисткой. И потом на ниточку. И он очень быстро высыхает. Нету сушеного. Есть свежий. Положу ненадолго. Надеюсь, что это не испортит сабзи гаурма. Тем более, что самое время опускать сюда всю зелень. Сейчас весь ансамбль, сейчас весь оркестр заиграет, запляшет, затанцует. Смотрите, сколько зелени. Кажется, что очень много, да? А когда зелень припустится, покроется вот этим соусом, и останется немного. И это будет очень-очень вкусно. Послушайте, есть ведь очень похожее грузинское блюдо. Да, где точно так же баранину готовят с огромным количеством зелени. Напомните мне, пожалуйста, название этого блюда. А то у меня что-то на старости лет с памятью-то стало не того. Здесь все хорошо, чтобы зелень скорее прогрелась. Накроем кастрюльку ненадолго, минут на 5. А потом надо будет перемешать. Самое время заняться рисом. Как вы думаете, зелень через сколько минут приготовится? Вот через столько минут и плов будет готов. Но пока что рис, который продышался, который стал очень легким, очень воздушным, надо сдобрить маслом. Пусть теперь масло просочится сквозь рис, покроет каждую рисинку своим волшебным янтарем, пропитает и превратит обычный вареный рис в плов. Если кто-то знает, что обозначает слово плов, и думает, что слово плов обозначает мясо, приготовленное с морковью и рисом, то он ошибается. Если кто-то все еще верит во вьетнамские народные сказки, мол, плов придумал Александр Македонский, его название означает то-то и то-то, запоминайте. Слово плов происходит из санскрита, что означает особым образом приготовленный рис. Рис, который промаслен. В Иране и сегодня готовят плов, то есть рис, приготовленный вот таким методом, и челов. Челов – это когда рис не приправляется маслом, просто так, простоял, продышался и все. Ну разве что его иногда шафраном украсят. Вот так. Этот порошок заливаем кипяточком. Видали? Видали, какой благородный цвет у шафрана? Вот этим самым шафраном спустя 2-3 минуты мы польем рис. Рис-то уже продышался. Видите, вот эта салфетка влажная. Это та влага, которая лишняя вышла из риса. А теперь мы его напоим шафраном. Надо мясо с зеленью помешать и черного перца добавить. Ох, как оно пахнет, а с перцем-то еще вкуснее будет. Знаете, вот это сочетание мяты, базилика и лайма, которое встречается разве что в коктейлях, да, в каких-то экзотических кухнях вроде тайской, в азербайджанской кухне тоже очень хорошо танцует. Очень гармонично звучит. Сейчас вся зелень потемнеет, и сабзи гаурма будет готова. Идемте, пожалуйста, рис шафраном заправим. Полюбуемся рисом. Вдохнем его аромат. Рис басмати сам по себе пахнет очень вкусно. А когда он шафраном, когда он с топленым маслом, да когда казмах снизу риса даст о себе знать. О, вот это будет дело. Я специально полил рис кольцом. Не полил весь рис сплошным слоем. Нет, ни в коем случае. Пусть одна рисинка будет желтенькая, золотистая, напитанная шафраном, а другая чисто белая. Это будет очень красиво. Ну а здесь-то как? Здесь такая сабзи гаурма. Посмотрите, мясо каким красивым стало. Все, нет ни тени пригорелости. Все просто отлично. И зелень готова как нельзя лучше. Я, пожалуй, что даже остановлю нагрев. И пусть просто постоит. Напитается запахами. Чтобы мясо пропиталось ароматом зелени.
чтобы мясо получило кислинку от лайма, чтобы черный перец успел сработать. Это будет плов. Азербайджанский плов. Сабзи гаурма. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Ответственный момент. Подача плова, понимаешь ли. Начну с мяса. С мяса и зелени. Пахнет из этой кастрюли невероятно вкусно. Кулинария – это наука о разнообразии. Если кто-то любит плов с морковкой, это замечательно, я его тоже очень люблю. Но разве не скучно всю жизнь ездить по одним и тем же дорогам? Разве не скучно каждый день из окна видеть одну и ту же картину? Разве не скучно день за днем, год за годом есть одну и ту же еду? Ну пусть это даже самый лучший плов. Лучше всего, ребята, когда у человека есть возможность поесть разные пловы, попробовать разные супы, посмотреть разные страны, подружиться с разными людьми. Вот в этом и есть смысл жизни. Понимаете, но не в однообразии, не в единообразии. Эх, как мне жалко тех, кто ни разу в жизни не пробовал вот такой рис. Когда этот рис встречается с мясом, с зеленью, или наоборот с курятиной, с каштанами, с аль-бухарой. Вот здесь-то и происходит настоящее кулинарное чудо. А еще подобный метод приготовления позволяет очень богато накрыть стол. Один любит мясо, другой ест курицу, третий курицу терпеть не может и любит рыбу. Можно приготовить один вид риса, а к нему 3-4 начинки. Поставить вокруг риса. Даже какую-то сладкую начинку, сухофрукты, орешки, приготовленные вместе с точно таким же обжаренным луком. Мы как-то разготовили это на нашем канале. Вот здесь можете посмотреть. Вот здесь заходите, посмотрите. Это было очень вкусно. Но самое главное, что при этом методе приготовления плова все можно подать за один раз. Я пытаюсь добраться до Казмаха.
риса уже достаточно. Здесь риса на самом деле приготовлено человек на 15, но если говорить о нетренированных едоках. А если о тренированных, то человек на 6. И все. Вот он, казмах. Вот он, казмах. Хрустит. Золотистый. Ароматный. Это очень хорошо. Посмотрите какой. Посмотрите. Разве не чудо? А? О, еще как красиво, еще как вкусно, еще как хрустит он замечательно. Если кому-то кажется, что вот этот рецепт, здесь все очень просто. Да, просто. Просто. Но вот такие-то простые блюда, чтобы из них получился шедевр, и есть самая большая сложность в кулинарии. Ох, какой казмах, как красиво. Па-па-па-па. Остальной плов пока накрою. И теперь положу себе, чтобы попробовать и чтобы показать вам, как едят такие пловы. Понимаете, вот в узбекском плове, особенно если мы говорим о ферганском варианте узбекского плова, ну все там уже перемешано, да? В самаркандском плове рис отдельным слоем, морковка отдельным слоем, мясо отдельным слоем. В азербайджанском плове что-то похожее. Здесь рис накладывается вот с краю. Каждый себе на тарелочку кладет столько, сколько захочет. Рядышком непременно дольку казмаха. А каурму, ну, сегодня речь идет о сабзи гаурме, можно положить рядом отдельно от риса. А можно взять да и полить этим соусом сам рис. И вот этим вкусом зелени рис пропитается и получится еще вкуснее. Однако первым следует попробовать только рис. Насколько вкусным, насколько ароматным он получился, насколько рассыпчатым. Ну, насчет рассыпчатости, наверное, ничего доказывать не надо, да? Рис и зелень, рис и соус. Ребята, ну приготовьте, можете называть это не плов, можете говорить что угодно, но приготовьте. Приготовьте, я ради ваших детей прошу. Пусть ваши дети однажды попробуют такой плов, а вы, так и быть, продолжайте настаивать на своем. Говорить про настоящий плов, все равно, что говорить про настоящие ботинки, про настоящие стулья, про настоящий автомобиль. Если что-то в этом мире делают, либо готовят более чем 2 человека, то разнообразие неизбежно. Именно этим и прекрасен наш мир. Именно поэтому так интересно жить. Именно поэтому так интересно увлекаться кулинарией. И иногда вот взять да и пожелать зрителям приятного аппетита.